Летний воздух Версаля, прогретый августовским солнцем, внезапно стал плотным, почти вязким. Анни Моберли остановилась, чувствуя, как нечто неуловимое пронеслось сквозь нее, как будто пространство на мгновение сжалось. Она обернулась к своей спутнице, Элеонор Джордан, и увидела то же самое выражение на ее лице — растерянность, смешанную с недоумением. В этом месте, всего в нескольких минутах ходьбы от главного дворца, тишина стояла странная, неестественная. Ни голосов, ни смеха, ни шагов туристов, даже птицы замолкли. Казалось, что сама природа затаила дыхание. Женщины шли по дорожке, которая, по их расчетам, должна была привести к Малому Трианону, небольшому дворцу, где любила уединяться Мария Антуанетта. Но чем дальше они шли, тем сильнее нарастало чувство нереальности. Деревья вокруг казались почти неподвижными, их кроны не шелестели даже при легком ветре. Свет солнца вдруг потерял глубину, он был рассеянным, почти плоским, без привычных бликов и теней. Все вокруг напоминало декорацию, как будто кто-то в один миг выключил движение времени. Они остановились перед странной фигурой. На скамейке у подножия здания сидела женщина. Ее поза, костюм, выражение лица — все это будто бы принадлежало другому веку. Длинное лимонное платье, напудренный высокий парик, тонкие черты лица и движение руки с карандашом создавали ощущение, что они смотрят на живую иллюстрацию из исторического альбома. Женщина склонилась над альбомом, делая штрихи, и, казалось, не замечала двух прохожих. Чем ближе подходили англичанки, тем явственнее становилось чувство вторжения в чужое пространство, не только в физическом смысле, но и во временном. Мир вокруг будто затих, воздух стал плотным, звуки исчезли. Когда они остановились рядом, женщина медленно подняла голову, ее взгляд пронзил пространство между ними с такой силой, что обе путешественницы инстинктивно отпрянули. На лице дамы отразился испуг, словно она увидела призраков. Этот миг стал границей. В следующую секунду в кронах зашелестел ветер, блеснули солнечные пятна на траве, и все вокруг начало оживать. Звуки вернулись, тени задвигались, женщина исчезла. Но кое-что осталось — холод внутри. Понимание того, что они стали свидетелями чего-то, что не должно было произойти. И все же, это было только начало, ведь они вспомнили кое-что странное еще раньше, когда встретили тех двоих. Незадолго до встречи с дамой у Малого Трианона Моберли и Джордан шли по одной из боковых тропинок сада. Их шаги отдавались приглушенным шорохом по сухой траве, а в голове у обеих крутилась одна и та же мысль. Версаль словно преобразился. Он уже не был наполнен жизнью и туристическим шумом, их окружало ощущение странной гнетущей тишины. Именно тогда на дорожке впереди они заметили двух мужчин. Фигуры стояли на границе тени от деревьев. Один в длинном зеленом плаще с треуголкой и коротким мечом на поясе, второй там с тростью, в узком камзоле и кожаных перчатках. Их одежда была безупречно старомодной, но не в театральном смысле, скорее в подлинном. Материя, крой, осанка — все это выдавало реальность, не стилизацию. Подумав, что это участники реконструкции, англичанки все же решили обратиться к ним за помощью. Когда они поздоровались и спросили дорогу к Малому Трианону, ответ был молчание. Один из мужчин слегка склонил голову, другой, не сказав ни слова, указал рукой в сторону тропы. Но жест был неуверенным, как будто он не был точно уверен, что указывает им правильный путь. Поведение мужчин было странным, не враждебным, но настороженным. Их взгляды напряженные, пристальные, будто они не могли понять, кто перед ними. Особенно заметна была тревога в глазах одного из них. Он почти отшатнулся, когда женщины подошли ближе. Моберли тогда почувствовала, что ее одежда неуместна. Легкое хлопковое платье и шляпа из соломы резко выделялись на фоне строгих костюмов этих людей. Как будто они оказались в сцене из прошлого, а она сама в чем-то инородном. Как вшитый фрагмент современной жизни в полотно XVIII века. Когда они двинулись дальше, Джордан прошептала: «Это не представление». И в этот момент они увидели следующую фигуру — женщину и ребенка, одетых еще беднее, еще старомоднее. Их внешний вид напоминал портреты дореволюционных крестьянок, но на этом аномалии не закончились. Атмосфера сгущалась, и Версаль все дальше ускользал из привычной логики времени. Ее присутствие словно пронзало пространство, не движением, не голосом, а тем, как она сидела. Изящно, почти статично, с опущенным взглядом на альбом. Женщина у Малого Трианона была одета в платье, какого обе англичанки не могли бы увидеть ни в одной модной лавке начала XX века. Светло-желтая ткань, длинные рукава с тончайшими кружевами, напудренный парик — все детали соответствовали стилю XVIII столетия. И в то же время не было ощущения маскарада.
Одежда выглядела не как театральный костюм, а как подлинная носимая вещь. Цвета выцвели, края чуть затерты. Альбом на ее коленях был не новым. Если вам понравилось это путешествие во времени, представьте, как много интересного еще впереди. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории. И если хотите поддержать проект, ссылка для доната в описании, как будто вы подарите нам возможность вернуться в прошлое. Она была не актрисой, а настоящей женщиной, живущей в этом времени. Когда она подняла глаза на путешественниц, ее лицо изменилось. Никакого гостеприимства, никакого изумления, только страх. Как если бы перед ней предстали образы из будущего или даже из сна. Мгновение длилось вечно. Рука с карандашом застыла в воздухе, губы приоткрылись, ни звука. Только взгляд полный ужаса и недоумения. Этот контакт, пусть даже и без слов, оставил в душах учительниц неизгладимый след. Джордан позже признается, что почувствовала, будто не они смотрели на женщину, а она сквозь них. Как будто она видела не только их, но и их время, их эпоху, и это ее пугало. Спустя мгновение все исчезло. Блики на траве, пение птиц, группа туристов у павильона, экскурсовод с зонтиком. Реальность вернулась, как будто ничего не происходило. Но женщина с альбомом больше не появлялась. Однако это было только внешнее возвращение к привычному. Внутри все только начиналось. Они шли обратно, не обмениваясь словами. То, что только что произошло, не поддавалось объяснению. Даже самые рассудительные умы сталкиваются с состоянием, когда логика отказывается работать. Именно в таком состоянии были Моберли и Джордан, когда прошли по знакомым аллеям Версаля, теперь уже наполненным звуками, шагами, голосами. Когда они добрались до главного дворца, все выглядело привычно. Толпы посетителей, экскурсоводы, детский смех, разносчики мороженого, словно ничего и не было. Но внутри каждой из них поселился холод. Он не уходил. Позднее вечером, уже в своей гостинице, Джордан попыталась заговорить. Но Моберли только покачала головой. Они обе чувствовали одно и то же. Нельзя говорить. Слишком хрупкой казалась граница, которую они, возможно, случайно пересекли. Словно само воспоминание было порцией яда, который мог просочиться в реальность, если дать ему выйти наружу. Это молчание стало началом десятилетнего внутреннего конфликта. Однажды они нарушат его, но не сразу. Ведь сначала они поклялись никому не рассказывать, даже себе. На следующее утро за завтраком они говорили о погоде, об английских школах, о завтрашнем расписании, но не о том, что случилось в саду Версаля. Ни словом, это молчание стало их щитом. Ни в письмах, ни в разговорах, ни в записях никто не увидел ни намека на происшествие. Возможно, в них говорило чувство страха или воспитанная годами академическая сдержанность, или просто неуверенность, как рассказать о том, что не может быть, но было. Внутри, между строк, они знали. Если кто-то узнает, им не поверят. Прошли недели, затем месяцы, потом годы. Они вернулись в Англию, продолжили преподавание, вели лекции, обсуждали экзамены, и каждый раз, глядя друг другу в глаза, понимали, правда остается между ними. Но ничто не забывается навсегда, память живучее, чем кажется, особенно когда она питается тайной. Особенно когда таится ощущение, что в какой-то момент им было позволено заглянуть в щель между пластами времени. А потом, спустя почти десятилетие, все началось снова, только уже не в садах Версаля. Анни Моберли и Элеонор Джордан не те, кого можно было бы легко обвинить в мечтательности или склонности к фантазиям. Обе женщины принадлежали к академической элите Британии начала XX века. Они преподавали в колледже Святой Хью при Оксфордском университете, учебном заведении с репутацией строгой дисциплины и высокого уровня образования. Моберли, старшая из двух, занимала должность директора колледжа, а Джордан была уважаемым преподавателем древнегреческой философии. Их круг общения включал ученых, преподавателей, исследователей, среду, где любой намек на мистицизм вызывал бы лишь насмешку. Обе женщины были типичными представительницами британской образованной прослойки викторианской эпохи, сдержанные, рациональные, привыкшие опираться на факты, а не на эмоции. У них не было склонности к оккультному, они не интересовались паранормальными явлениями, не посещали спиритические салоны, столь популярные в конце XIX века. Их жизнь протекала в аудиториях, библиотечных залах и университетских собраниях. Когда в 1901 они отправились во Францию, это было событием. Обе впервые покидали пределы родины. Их ожидала программа, насыщенная искусством и историей, музеи, соборы, Версаль.
Этот дворец с его роскошью и величием представлялся им не просто архитектурным памятником, а символом ушедшей эпохи, которую они знали по книгам и лекциям. И именно такие женщины, не склонные к импульсивности, столкнулись с событием, которое в корне противоречило всему, чему их учили и что они сами преподавали. Поэтому они и молчали, потому что понимали, одна деталь, и все, что они построили как профессионалы, рухнет под весом общественного сомнения. Но никто не может вечно прятать правду, особенно ту, которая изменила твой взгляд на реальность. Экскурсия во дворец Версаля была запланирована как главный пункт их путешествия. Все началось предсказуемо. Осмотр залов, зеркальной галереи, придворных апартаментов. Но после официальной части они решили немного прогуляться по садам, чтобы дойти пешком до Малого Трианона, менее известного, но изысканного павильона, где обожала уединяться королева Мария Антуанетта. На руках у них была лишь общая карта, без точных указаний дорожек и поворотов. Парковые аллеи Версаля, хоть и упорядоченные, могут сбить с толку. Они выбрали тропу, которая казалась ведущей в нужном направлении, но спустя некоторое время стало ясно — путь оказался не тем. Именно тогда начала меняться обстановка. Сначала это было ощущение, как будто пространство сгущается, становится плотнее. Тени исчезли, как и шум вокруг. Пейзаж выглядел узнаваемо, но уже не казался современным. Будто знакомые деревья и пруды были частью другой эпохи. Дороги, по которым они шли, вдруг стали непривычно узкими. Пыль под ногами ощущалась иначе, более рыхлой, менее утоптанной. Женщины шли дальше, уже не с туристическим азартом, а с нарастающим беспокойством. Они не могли определить, что именно пошло не так. Все выглядело почти нормально, но почти и стало той самой трещиной, через которую в их мир просочилось нечто чужое. Простая прогулка, задуманная как приятное завершение экскурсии, обернулась вхождением в непонятную зону. Это было не просто заблуждение в маршруте, это была ловушка времени. Сначала они действительно думали, что попали на театрализованное представление, ведь Версаль, особенно в летние месяцы, часто становился площадкой для исторических реконструкций. Сцены эпохи Людовика XVI, королевские ужины, прогулки в костюмах. Такое объяснение казалось логичным, особенно когда начали встречаться люди в одежде XVIII века, мужчины в камзолах и треуголках, женщины в пышных платьях и с кружевными чепцами. Но постепенно логика начала разрушаться под тяжестью деталей. Во-первых, никто из них не взаимодействовал друг с другом. Они были молчаливы, напряженны, словно замкнуты в себе. Ни веселья, ни характерной театральной мимики. Во-вторых, их поведение не соответствовало привычной манере актеров. Все они либо избегали взгляда, либо реагировали на путешественниц с неясной тревогой. В-третьих, и это главное, не было ни сцены, ни зрителей, ни сопровождения. И, наконец, язык. Когда женщины все же попытались услышать разговоры этих странных персонажей, то заметили, что французская речь звучала необычно. Слова были архаичными, с акцентом, который они не слышали ни в одной современной записи. Он напоминал французский XVIII века, которого Моберли и Джордан, будучи образованными леди, уже не слышали даже в университетских кругах. Именно этот язык стал первым ударом по версии с реконструкцией. Потому что театр не требует древнего диалекта, чтобы впечатлить туриста. А вот память о прошлом вполне может его сохранить. Каждая фигура, которую они встретили в ином Версале, отличалась не только внешностью, но и внутренней отрешенностью. Не было ни одного персонажа, кто бы выглядел живо. Все они, словно тени. Не призраки, не духи, а люди, запертые в своем времени. Мужчины у развилки, один с тревогой в глазах, другой с безмолвным жестом. Женщина с девочкой, в платьях, больше похожих на одежду деревенской бедноты, чем на туристические костюмы. Их ткань была выцветшей, местами грязной. Девочка несла корзину, женщина придерживала юбку, чтобы не споткнуться. Их лица были бледны, уставшие, не реагирующие на появление англичанок. Позже, когда женщины описывали все в книге, они подчеркивали, лица не были гримированными, взгляд не играл. Это были живые люди, но не из их времени. Особенно запомнилась фигура мужчины с позолоченным набалдашником на трости. Он стоял прямо, с осанкой придворного, но его выражение было печальным, как у человека, наблюдающего за чем-то, что изменить уже нельзя. Они не говорили, но они были. Их присутствие не оставляло сомнений. Женщины видели не театральное действие, они попали в другую эпоху. Позже, когда прошло почти 10 лет, Моберли и Джордан начали собирать документы и проводить собственное исследование. Они пытались понять, в какой момент времени они оказались.
Сопоставив одежду, поведение людей и исторические особенности, они пришли к выводу: день, в который они исчезли из реальности, совпал с августом 1789 временем начала Великой Французской революции. Именно в этом году Версаль еще принадлежал королевскому двору, но уже начинали сгущаться тучи. Мария Антуанетта еще пребывала в относительном покое, но атмосфера в стране уже становилась тревожной. Стражи на постах, лица насторожены, крестьяне измождены. Все это соответствовало той сцене, в которую случайно вошли британские учительницы. Они не переместились в прошлое физически, скорее прошлое на короткий миг прорвалось в их настоящее. Как будто стены времени стали проницаемыми, но самое поразительное — это была не просто реконструкция исторических деталей. Это был день, вполне вероятно, реальный исторический день. Возможно, 10 августа, за считанные часы до того, как все изменилось для Франции. И в этот день одна женщина рисовала у Трианона. Иногда не события создают ощущение невероятного, а то, как изменилась сама среда вокруг. Для Моберли и Джордан именно это стало главным доказательством, что они пережили нечто аномальное. Ни одно театрализованное шоу не может изменить свет, воздух и звук настолько, чтобы человеческий мозг отказался воспринимать реальность как привычную. В воспоминаниях обе женщины отдельно упоминали, что солнце казалось без источника, как будто свет исходил не сверху, а отовсюду сразу. Тени отсутствовали. Деревья, казавшиеся вначале густыми и зелеными, вдруг стали плоскими, словно их нарисовали на фоне. Трава под ногами однородная, будто выкрашенная. Не было пения птиц, шелеста листвы, даже звука собственных шагов временами казался странно заглушенным. Обе отмечали физическое ощущение плотности воздуха, как будто им приходилось дышать сквозь плотную вуаль. Джордан вспоминала, что у нее даже закружилась голова от этого загустевшего пространства, как при нехватке кислорода. А Моберли позже напишет, что в какой-то момент ей показалось, если она протянет руку, ее пальцы не встретят воздуха, а столкнутся со стеклом. Все эти детали, мельчайшие, но пугающе точные, не укладывались ни в какое психологическое объяснение. Даже спустя годы они вспоминались с пугающей ясностью. Обычные галлюцинации не оставляют таких подробностей. Они не изменяют физические ощущения, не влияют на восприятие времени, не стирают звуки мира. И именно эти незаметные детали стали фундаментом их личной уверенности в том, что все было по-настоящему. Не их разум подстроился под обстоятельства, обстоятельства изменили саму ткань окружающей реальности. Прошли недели, затем месяцы, потом годы, но ничего не стиралось. Наоборот, воспоминания становились все отчетливее, не просто лица, жесты или слова. Они помнили запах воздуха, оттенок травы, толщину бумаги в альбоме женщины. Порой это казалось не воспоминанием, а телесным ощущением, словно это все происходило вновь. Психологи называют такое явление фотографической памятью, но в случае Моберли и Джордан это было нечто большее. Все, что они видели в тот день, не только отпечаталось в их разуме, оно будто продолжало жить в них. Иногда, спустя годы, им казалось, что они вновь идут по той тропе, где начинался временной сдвиг. Молчание между ними не нарушалось. В течение почти 10 лет они никогда не говорили об этом открыто. Ни между собой, ни с коллегами, ни с родными. Это молчание стало их тайным союзом. Словно они разделили не просто события, а знание, которое не подлежит обсуждению. Но внутренняя потребность осмыслить произошедшее не исчезала. В какой-то момент эта потребность переросла в необходимость. И тогда они решились сделать шаг, который изменил все. В 1911-м, спустя десятилетия после прогулки по Версалю, Моберли и Джордан сели за стол в одной из аудиторий колледжа Святой Хью. Перед ними лежала чистая бумага. Впервые за все эти годы они заговорили об этом вслух. Медленно, с паузами, с осторожностью, будто каждое слово могло разрушить хрупкую структуру воспоминаний. Они обнаружили, что почти все детали совпадают: пути, лица, повороты, поведение. Удивительно, но они вспомнили и такие мелочи, которые раньше считали незначительными. Форму окон у Трианона, узор на юбке женщины с девочкой, наклон головы у мужчины с тростью. Их рассказы дополняли друг друга как две половины одной картины. Они начали делать записи. Сначала для себя, потом все более подробно. Когда объем материалов стал значительным, возникла идея оформить все в книгу. Не как художественный вымысел, а как исследование, с фактами, датами, маршрутом. Так появился замысел одного приключения.
книги, которая должна была рассказать миру о загадочном происшествии. Им было страшно. Репутация, работа, статус — все это стояло на кону. Но внутренняя честность не позволяла молчать дальше. Они пережили нечто, что не поддается объяснению, но требует быть услышанным. Книга вышла в свет в 1912-м под скромным названием «An Adventure» — «Одно приключение». Она была написана в стиле отчета, без излишней драматургии, с акцентом на детали, хронологию и внутренние наблюдения. Женщины использовали псевдонимы, но с первых страниц становилось ясно — они говорят о себе. Реакция последовала почти сразу. В Лондоне и Париже о книге заговорили как о сенсации. Газеты писали о загадке Версаля, о двух оксфордских дамах, встретивших призраков прошлого. Тон статей варьировался от восхищения до откровенного скепсиса. Кто-то называл их смелыми исследователями, кто-то выдумщицами с хорошей фантазией. Тем не менее, книга разошлась быстро. Ее обсуждали в литературных кругах, на университетских собраниях, в салонах, появились первые переводы. Публика спорила, это вымысел, психологическая игра или правда, которую трудно принять. Но независимо от позиции, одно было очевидно — никто не мог пройти мимо этой истории. Даже те, кто не верил ни слову, продолжали читать и обсуждать. Вскоре на учительниц обрушился поток критики. Газеты вроде The Times и The Spectator публиковали рецензии, в которых скепсис звучал открыто. Главным аргументом против их рассказа стала невозможность проверить ни одну деталь. Не сохранилось точных схем садов за XVIII век, не было свидетелей, которые могли бы подтвердить их слова. Особое внимание критики уделяли мосту, через который, по словам женщин, они прошли незадолго до встречи с загадочной дамой. Историки утверждали, что такого моста никогда не было. Ни в архивах, ни на картах, ни на гравюрах. Этот факт стал символом сомнения. Мол, если мост выдуман, значит и все остальное тоже. Психиатры подключились к обсуждению, выдвигая теории о коллективной галлюцинации. Говорили о стрессе, усталости, даже о бессознательном самовнушении. Некоторые намекали на скрытый мотив, мол, книга принесла им известность и доход, значит, рассказ — коммерческий ход. И все же при всей волне скепсиса оставался один вопрос, на который не мог ответить никто. Если это выдумка, то почему так много деталей совпадает с тем, что позже подтвердят архивы? История с деревянным мостом на первый взгляд казалась ничем не примечательной деталью. В книге он описывался кратко. Небольшой мостик через овраг, который Моберли и Джордан перешли по пути к Малому Трианону, прежде чем увидели загадочную даму. Но именно этот элемент стал центральным аргументом противников их версии. Французские историки, изучавшие архивные материалы, не находили ни одного упоминания о существовании такого моста в садах Версаля. Ни на официальных чертежах, ни в ведомостях работ, ни на гравюрах XVIII века. Эксперты архитектурного музея заявляли с уверенностью, в этой точке никогда не было перехода. Этот мост стал ахиллесовой пятой всей истории. Опираясь на его несуществование, критики строили целую конструкцию обвинений. Если мост — выдумка, то и все остальное — фантазия, рожденная переутомлением или жаждой сенсаций. Иронично, но именно это обвинение больше всего ранило женщин. Мост не был для них символом. Это был просто фрагмент маршрута. Нечто настолько очевидное, что они даже не пытались его специально обосновывать. Но для окружающих именно он стал якорем, за который можно было уцепиться, чтобы развенчать все остальное. Газеты высмеивали их. Мост-призрак, Версальская галлюцинация, дамы, заблудившиеся в прошлом, заголовки с иронией множились. Общество начинало забывать содержание книги, но помнило одно — никакого моста не было. Однако реальность умеет возвращать забытые детали самым неожиданным образом. Прошло почти 20 лет. Уже в 20-е годы XX века во французском городке Лешине, недалеко от Версаля, рабочие занимались реставрацией старинного дома. При разборке заделанной кирпичом каминной трубы они наткнулись на свернутый свиток, покрытый пылью и следами копоти. Бумага была пожелтевшей, чернила выцветшими. Но когда документ передали местным архивистам, все изменилось. Это оказался оригинальный чертеж, датируемый концом XVIII века, авторства архитектора Ришара Мика, придворного зодчего Людовика XVI. Среди прочих элементов на схеме были обозначены и окрестности Малого Трианона, в том числе узкая овражная ложбина и деревянный мост. В точности на том самом месте, которое описывали в своей книге Моберли и Джордан.
Открытие стало сенсацией среди историков. Дело в том, что этот мост действительно существовал, но был временной конструкцией, установленной между 1788 и 1790 и позднее демонтирован. Он не попал ни на гравюры, ни в официальные архивы, потому что относился к временным хозяйственным сооружениям, не предназначенным для увековечения. Теперь все изменилось. То, что еще недавно считалось главным доказательством их вымысла, стало подтверждением правдивости их слов. Ни одна реконструкция, ни один историк, ни один турист того времени не мог знать об этом мосте. Но они знали. И это знание было не из книг, оно было из опыта. И с того самого дня в августе 1901-го, после открытия старинного чертежа, исследователи начали пересматривать другие детали, описанные женщинами в книге. Сначала одежда. Фасоны, упомянутые в рассказе, были точны до мелочей: кружева на платьях, типы причесок, даже форма набалдашника на трости. Позднее историки подтвердят, что такие элементы действительно соответствовали придворной моде последнего десятилетия перед революцией. Далее язык. Женщины писали, что слышали странную французскую речь, которую не смогли сразу понять. Позднее лингвисты определили, это был старофранцузский с примесью провинциального акцента, типичный для дворцовой обслуги XVIII века. Такой язык больше не использовался и почти не преподавался, тем более в Англии. Архитектурные особенности, описанные в книге, тоже совпадали с тем, что позже обнаружили в закрытых архивах Версаля. Даже расположение второстепенных троп и отсутствие теней в определенной части сада соответствовали историческим записям о глухих зонах, куда не попадал солнечный свет из-за особенностей ландшафта. Многое из того, что они видели, не могло быть известно простым преподавательницам. Но они это видели. И это делало их рассказ чем-то большим, чем просто байкой. После повторной волны интереса к их истории в научных кругах началась новая дискуссия. Психиатры, историки, физики и исследователи паранормального снова вернулись к приключению. На этот раз с меньшей насмешкой и с куда большим вниманием. Некоторые ученые заговорили о возможности кратковременного временного сдвига, явления, при котором прошлое может наложиться на настоящее в определенных точках пространства. Эта теория не имела четкой физической модели, но объяснялась через концепции нелинейности времени, квантовой запутанности и феноменов восприятия. Психиатры выдвигали новые гипотезы: не коллективная галлюцинация, а так называемая ретроспективная проекция, когда разум фиксирует скрытую информацию, к которой не имеет сознательного доступа. Однако даже они признавали, столь точное совпадение с реальными историческими деталями не объясняется лишь работой подсознания. Для одних это было доказательством существования аномальных зон. Для других — поводом пересмотреть границы между памятью, временем и реальностью. Для самих женщин это был опыт, с которым они жили до конца дней, без четких объяснений. Но с внутренней уверенностью они побывали по ту сторону времени. К тому моменту, когда интерес к их рассказу начал спадать, история Моберли и Джордан уже заняла свое место в хрониках паранормальных феноменов. Она не стала доказанным фактом, но и не осталась забытым вымыслом. Ее обсуждали на конференциях, упоминали в трудах по теории времени, анализировали в университетских курсах. Но важнее всего, она осталась живой, как пример того, что иногда грань между веками может стать прозрачной, что время не всегда линейный поток, что история способна дышать, если ты случайно окажешься в нужном месте, в нужный день, под нужным светом. Для Анни Моберли и Элеонор Джордан это была не теория, не литературная сенсация. Это было одно приключение, настоящее. Настолько, насколько настоящим может быть сам момент, когда ты внезапно перестаешь быть частью настоящего. И если это действительно был сдвиг времени, то Версаль навсегда останется местом, где память и реальность пересекаются, как аллеи старого сада. Замок Портмирион исчезает. Каждый раз, когда тучи заволакивают небосвод, этот уникальный архитектурный комплекс кажется растворяющимся в воздухе, оставляя лишь неясный след в памяти тех, кто его видел. Туристы, посетившие это место, сообщают о странных ощущениях. Время здесь замедляется, а окружающий мир теряет четкость. Первые упоминания о замке относятся к XVIII веку, но вряд ли кто мог предположить, что он станет объектом множества таинств. Строительство замка началось в 1930-х годах под руководством архитектора сэра Клайва Белли. Он задумал создать пространство, в котором архитектура и природа будут единым целым. Замок стал не только произведением искусства, но и местом, окруженным легендами.
Местные жители утверждают, что некоторые посетители исчезали без следа. Один из известных случаев произошел в 1985 году. 3 туриста, гуляя по территории, поднялись на смотровую площадку и пропали. Поиски длились несколько дней, но никаких результатов не дали. С каждым годом число исчезновений росло. Исчезнувшие утверждали, что в замке время ведет себя иначе. Люди, проводившие там несколько дней, сообщали о странном ощущении, что не стареют и не чувствуют усталости. Легенды гласят, что замок является порталом между мирами. Облака, окутывающие замок, якобы блокируют доступ к реальному миру, оставляя лишь туман и воспоминания. Порт-Мерион привлекает не только туристов, но и исследователей паранормальных явлений. Ученые и искатели приключений стремятся разгадать загадку исчезновения. Научные исследования не дают однозначного ответа на вопрос о том, что происходит с пропавшими. Появляются различные теории, от временных аномалий до воздействия магнитных полей, но ни одна из них не объясняет всех странностей. Каждое новое исчезновение подогревает интерес к этому загадочному месту. Легенды о замке становятся все более запутанными, а сами исчезновения все более частыми. Что же на самом деле происходит с посетителями этого архитектурного шедевра? Вопрос остается открытым, и каждый новый турист рискует стать частью этой загадочной истории. Сэр Клайв Белли столкнулся с множеством трудностей при строительстве замка Порт-Мерион. В 1931 году он приобрел участок земли на побережье Уэльса и начал реализацию своей мечты. Первые фрагменты замка были вдохновлены итальянской архитектурой, но процесс строительства оказался настоящим испытанием. Местные жители считали его идеи безумными и скептически относились к его проекту. Белли не обращал внимания на критику, погружаясь в детали. На начальном этапе строительства возникли неожиданные проблемы. Каждый раз, когда планировалось завершение очередного этапа, погода становилась бурной. Густые облака затягивали небо, и замок словно погружался в туман. Рабочие жаловались на потерю ориентации и ощущения времени. Несмотря на это, Белли продолжал свою работу, веря, что завершение проекта принесет ему признание. К 1936 году замок уже начал принимать свою узнаваемую форму. Первые туристы стали появляться в Порт-Мерион, и вскоре начали поступать сообщения о странных явлениях. Посетители сообщали о шепотах, доносившихся из пустых коридоров, и о том, что иногда у них возникало ощущение, что кто-то наблюдает за ними. Неожиданно начали исчезать некоторые из гостей, покидая замок, теряя память о проведенных там днях. В 1941 году к замку приехала группа студентов архитектурного факультета. Они планировали изучить уникальный стиль Белли. Однако через несколько дней один из студентов, Эдвард, пропал. Его друзья искали его по всему замку, но никаких следов не обнаружили. В местных газетах появились статьи о его исчезновении, что привлекло внимание и вызвало новые слухи о магии замка. Белли попытался успокоить общественность, утверждая, что Эдвард мог заблудиться, но страхи местных жителей усиливались. С каждым годом замок становился все более известным, но и опасным. Жители стали откровенно бояться его. Говорили, что в дни с облаками время ведет себя иначе. Некоторые утверждали, что облака способны поглощать людей. Белли, чувствуя нарастающее напряжение, продолжал строительство, пытаясь создать идеальное пространство, но его репутация становилась все более неоднозначной. В 1961 году к замку вновь прибыла группа туристов, но на этот раз они были исследователями паранормальных явлений. Они намеревались установить камеры и провести эксперименты, чтобы выяснить правду о странностях замка. Белли, став пожилым человеком, осознавал, что его творение стало чем-то большим, чем просто здание. Он почувствовал, что замок хранит тайны, которые могут быть опасны для тех, кто попытается их разгадать. Однако углубляться в эти тайны он не собирался, предпочитая оставлять их неразгаданными. С каждым годом замок Порт-Мерион обрастал новыми легендами. Местные жители шептались о том, что он является не просто архитектурным шедевром, а местом, где реальность и потусторонний мир пересекаются. В 1963 году, когда исследователи паранормальных явлений начали свои эксперименты, одна из их групп наткнулась на нечто странное. Устанавливая оборудование в одной из старинных башен замка, они обнаружили древнюю надпись на каменной стене. Слова, написанные на неизвестном языке, привлекли внимание ученых, которые начали искать ключ к их расшифровке.
Тем временем среди туристов начали ходить слухи о таинственном существе, обитающем в окрестностях замка. Говорили, что в ночное время можно увидеть силуэт, блуждающий между деревьями, а иногда и слышать его шепоты. Однажды, в полнолуние, группа туристов решила проверить эти слухи. Они отправились в лес рядом с замком, вооруженные фонарями и камерами. Неожиданно один из них, мужчина по имени Томас, закричал. Он указал на облако, быстро движущееся над их головами. Внезапно все вокруг погрузилось в тишину, и туристы заметили, что их часы остановились. В это время исследователи, изучающие надпись, нашли в исторических архивах упоминание о светлом стражнике, мифическом существе, которое, согласно легенде, защищает замок от злых духов. Говорили, что он появляется лишь в дни, когда туман окутывает замок и может забрать людей в другое измерение. Это открытие вызвало волну обсуждений среди команды исследователей. Некоторые из них, полные решимости, решили провести ритуал, чтобы вызвать это существо и получить ответы на свои вопросы. В ночь, когда туристы направились в лес, исследователи готовились к ритуалу. Они установили свечи в форме круга и начали произносить заклинания. Внезапно ветер усилился, и облака стали сгущаться. В это время туристы заметили, что лес вокруг них изменился. Деревья стали выглядеть непропорционально большими, а небо приобрело странный фиолетовый оттенок. Томас и его друзья замерли от ужаса, когда увидели, как из-за деревьев вынырнуло нечто неясное, напоминающее тень. В этот момент исследователи почувствовали, что что-то идет не так. Свет от свечей вдруг погас, и непроглядная тьма окутала их. Они слышали шепоты, похожие на голоса, которые призывали их уйти. Испугавшись, несколько участников команды бросились прочь, но не все успели выбраться. Оставшиеся начали паниковать, когда поняли, что потеряли друг друга. Один из исследователей, Джулия, заметила, что ее часы снова начали двигаться, но время показывало что-то странное, время которого не существовало. В ту же ночь в замке Порт-Мерион произошло еще одно исчезновение. Туристка по имени Лора не вернулась из экскурсии. Ее друзья забеспокоились и начали искать ее в окрестностях, однако безуспешно. Страх охватил замок. Легенды о потерянных душах и светлом стражнике вновь заполнили умы местных жителей. Каждый новый исчезнувший только подогревал интерес к этому загадочному месту. По мере нарастания конфликтов и напряженности, тайны замка становились все более запутанными, а его обитатели — все более настороженными. Ночь окутала замок Порт-Мерион, и туман, как густое покрывало, снова заволок все вокруг. В воздухе витала напряженность, и неимоверный страх охватил всех присутствующих. Исчезновение Лоры стало последней каплей. Чувство тревоги нарастало, и местные жители начали покидать окрестности замка, опасаясь его таинственных сил. Исследователи, оставшиеся в замке, решили выяснить, что на самом деле происходит. В это время Джулия, одна из исследовательниц, обнаружила, что в старых архивах замка есть упоминание о ритуале, который может вернуть исчезнувших. Этот ритуал требовал жертвы, человека, который был бы готов рискнуть всем ради спасения других. Джулия поняла, что настало время действовать. Она собрала команду и предложила провести ритуал, чтобы попытаться вернуть пропавших. В ту же ночь они собрались в той самой башне, где была найдена надпись. Джулия полной решимости начала читать заклинания, а остальные участники держали свечи и впитывали атмосферу таинственности. Внезапно свечи начали мерцать, а воздух заполнился холодом. Неожиданно из тени выступила фигура, окутанная туманом. Это был светлый стражник, о котором говорили легенды. Его глаза светились, и он, казалось, наблюдал за каждым из них. «Вы пришли за теми, кто потерян», — произнес он с низким, глухим голосом. «Я могу вернуть их, но цена будет высока». Исследователи стояли в оцепенении. Один из них, мужчина по имени Марк, вышел вперед. «Что нам нужно сделать?» — спросил он, не скрывая своего страха. Стражник указал на круг, образованный свечами. «Один из вас должен остаться здесь, чтобы закрыть путь между мирами. Только тогда пропавшие смогут вернуться». Команда замерла, осознавая всю серьезность ситуации. Каждый понимал, что такой шаг может означать конец для одного из них. Джулия обратилась к команде. «Мы не можем оставить кого-то одного, давайте попробуем найти другой способ». Но стражник прервал ее. «Вы не можете изменить судьбу. Время здесь ведет себя иначе, и кто-то должен остаться». В этот момент раздался леденящий крик. Это была Лора. Она появилась в дверном проеме, истощенная и испуганная. «Я не знаю, как я здесь оказалась», — произнесла она, глядя на своих друзей с ужасом. Объятия радости сменились вопросами. Как ей удалось вернуться? И что произошло с остальными? Стражник на мгновение исчез, оставив их в полном замешательстве.
Участники ритуала начали паниковать, ведь теперь они не знали, как действовать дальше. Внезапно часы, которые они оставили в комнате, начали тикать. Время снова пошло, и с ним вернулись воспоминания о пропавших. Лора вспомнила, что она была в каком-то другом мире, где время текло иначе. Она рассказала о том, как встретила других пропавших людей, которые остались там навсегда. Ситуация накалилась до предела. Джулия, увидев страдания своих друзей, приняла решение. «Я готова остаться», — объявила она, глядя на группу. «Я сделаю это ради вас». Все участники кинулись к ней, пытаясь отговорить. Но ее решение было окончательным. Стражник снова появился, и с ним пришла тишина. «Ты сделала правильный выбор», — произнес он, подходя к Джулии. «Теперь твоя судьба переплетена с судьбами тех, кто исчез». В ту же секунду все вокруг погрузилось в тьму, и Джулия ощутила, как ее уводят куда-то в другое измерение. В последний миг она улыбнулась своим друзьям, понимая, что сделала все возможное, чтобы спасти их. Их крики затихли, когда свет стражника поглотил ее, и замок вновь окутался туманом, оставляя за собой лишь загадку о судьбе Джулии и ее смелом поступке. Туман медленно начал рассеиваться вокруг замка Порт-Мерион. Исчезновение Джулии оставило глубокий след в сердцах ее друзей и всех, кто знал о ее жертве. После этой ночи замок стал еще более загадочным, а его легенды еще более запутанными. Местные жители вновь начали бояться его, утверждая, что замок теперь охраняется не только светлым стражником, но и темными силами, готовыми забрать тех, кто осмелится приблизиться. Лора, вернувшаяся из другого измерения, начала осознавать, что в ней сохранилась связь с теми, кто остался в замке. Она часто ощущала их присутствие, слышала их голоса в тишине и видела их образы в тумане. Эта связь была одновременно тягостной и утешительной. Лора решила, что должна рассказать миру о том, что произошло, и помочь тем, кто потерялся. Пытаясь объяснить окружающим, что на самом деле происходит в замке, она организовала встречу с местными жителями. Лора рассказала о ритуале, о светлом стражнике и о том, как важна жертва для освобождения потерянных душ. Люди начали воспринимать ее слова как предупреждение и призыв к действию. Некоторые даже попытались вдохновиться ее смелостью и начали собирать информацию о замке, чтобы понять, как можно предотвратить дальнейшие исчезновения. Тем временем замок продолжал притягивать туристов, несмотря на все страхи. Каждый желающий погрузиться в мистическую атмосферу приезжал, чтобы увидеть его своими глазами. Однако прежние радости замка теперь соседствовали с нарастающим страхом. Тревожные новости о новых исчезновениях и странных событиях все чаще доходили до широкой публики. Лора поняла, что они должны остановить поток туристов, иначе число пропавших может вырасти без конца. Она объединилась с группой местных жителей, чтобы разработать план. Они решили установить предупреждающие знаки у входа в замок и организовать экскурсии с акцентом на безопасность. Кроме того, они начали разрабатывать программы, которые позволяли бы людям безопасно исследовать замок, при этом избегая его самых опасных уголков. Со временем замок Порт-Мерион превратился в место, где собирались как любители архитектуры, так и исследователи паранормальных явлений. Благодаря усилиям Лоры и ее команды, замок стал центром не только культуры, но и исследовательской работы, направленной на изучение мистических аспектов окружающего мира. Вскоре там начали проводиться научные конференции, на которых обсуждались не только архитектурные особенности, но и феномены, связанные с исчезновениями. Пока Лора спасает замок от туристов, мы тоже можем спасти наш канал от исчезновения. Если вам нравится наше творчество и вы хотите видеть больше увлекательных историй, загляните по ссылке в описании или отсканируйте QR-код на экране для поддержки проекта. Помогите нам продолжать исследовать таинственные уголки истории. Кто знает, вдруг мы откроем секреты, которые никто не сможет объяснить. Несмотря на все это, загадка замка не была полностью разгадана. Многие чувствовали, что в его стенах по-прежнему скрывается что-то большее. Лора продолжала получать видения о пропавших, и порой ей даже казалось, что Джулия рядом. Эти чувства вдохновили ее на создание фонда в память о тех, кто бесследно исчез, с целью освещения их историй и поддержки их семей. Замок Порт-Мерион остался в истории как место, где реальность и миф переплетаются, место, которое требует уважения и осторожности. Каждый новый посетитель, входящий в его ворота, теперь знал, что за красотой скрывается нечто более глубокое. Лора стала не только хранителем истории замка, но и защитницей тех, кто ушел, оставив незримый след в этом загадочном месте, продолжая вдохновлять будущие поколения.